Привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Алексей, и в этом видео я отправляюсь в командировку, в маленькую командировку в город Алма-Аты. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной до конца, и всем приятного просмотра. С чего начать? Давайте, наверное, с маленькой предыстории, для чего я еду. Я еду в Алмату, у меня в Алмате живет родной брат. Во-первых, я еду повидаться с братом. Во-вторых, я еду на барахолку. Те, кто давно на моем канале, знают, что у меня помимо косметики, у меня также есть вещевой магазин. Я торгую вещами мужскими. И сейчас, ну, получается, 2 раза в год я точно езжу за вещами на Алматинскую барахолку. Это, знаете, это отдельный город, можно сказать, в Алмате, где есть все. Я не знаю, получится ли у меня отснять весь материал, потому что, знаете, очень тяжело на барахолке что-то снимать, потому что очень много народу, плотность просто невероятная. Я боюсь разбить телефон и вообще я не понимаю, как снимать на барахолке. Вот, но что получится из этого, я не знаю. Давайте попробуем, давайте посмотрим. Максимально, как можно больше отснять материала. Что из этого выйдет, не знаю. Давайте попробуем. Поехали, в общем, погнали в Алма-Ату. Приехал в аэропорт, через час самолет в Алма-Ату. Сейчас я вам немножечко покажу аэропорт моего города. Так, заранее вышел на остановочку, чтобы пройтись, показать дорогу в сам аэропорт. Хорошо в своем городе, когда знаешь все рейсы, все маршруты, сколько времени занимает поездка. Можно просто приехать на автобусе в свой аэропорт. А в чужом городе приходится на такси. Осень. Осень настала. Что-то я после грибов, у меня глаза все падают на землю, чтобы посмотреть, растут ли здесь грибы. В общем, друзья, начинаю влог. Не знаю, что из этого получится. Вот, надеюсь, что получится снять побольше интересного материала и показать вам свою командировку по Алма-Ате. Вот сам аэропорт. Аэропорт, в принципе, как бы и небольшой, но с недавних пор построили еще один терминал. То есть вот это впереди терминал «Уезжай», а вон там рядышком стоит терминал «Приезжай». Ой, народ прям кипиш. Прям кипиш. Сейчас полетим. Сейчас зайдем, зарегистрируемся, покажу сам аэропорт внутри. Ну вот, в принципе, вот такой вот он небольшой аэропорт. Все, посадочка началась. Алма-Ата, встречай нас. Друзья, ну, в общем, первый день в Алмате я ничего не отснял, потому что прилетели в 3 часа, потом такси что-то дорого было. Взяли, поехали на автобусе, пока добрались, пока отдохнули, потом встретились с друзьями, пошли в кафе, хорошо посидели. И, в общем, друзья, я не успел первый день ничего снять в Алмате. Сейчас я еду на барахолку, взяли такси. Такси до барахолки обошлось недорого, 1700 тенге. И немножечко вот вам решил показать и отснять материал. Немножко показать город Алматы. В общем, ждет на барахолке тяжелый день. Будем бегать по всей барахолке, закупать нужные товары. Вот. Что дальше получится снять, не знаю. Давайте сейчас буду пробовать. Как я обожаю Алмату, какие красивые тут виды. Я ж прям не знаю. Я хочу здесь жить, друзья. Мне Алмата очень нравится. Кстати, предыстория. Раньше, когда первые разы я приезжал в Алмату, я ее терпеть не мог. За вот эту бешеную жизнь, скорость. Здесь только такое сильное движение машин. В общем, я не очень любил. Сейчас я все больше и больше люблю Алма-Ату. Мне сюда все хочется возвращаться и возвращаться. Вот. Ну а что мы вчера? Сходили в кафе, попили пиво, кто-то кальян покурил, я не курю ничего. Вот. Потом еще дома посидели, обсудили все дела.
с братом обсудили. И вот сейчас мчимся на оптовку тратить деньги, друзья. Кто не знает, оптовка это барахолка, это алматинская барахолка, на которой есть все, абсолютно все. Там оптовые цены также можно приобрести и в розницу. В общем, друзья, что сейчас получится отснять из этого материала, я не знаю. Давайте посмотрим, что выйдет. Кстати, хочу еще добавить то, что билеты на самолет я брал на Flyrstan. Это у нас такая бюджетная компания. Я брал билеты заранее, поэтому билет обошелся недорого. В общем, обожаю самолеты. Самолет это круто. Но такси в этот раз с аэропорта стоило 4000 тенге, поэтому поехали на автобусе. Первый раз в жизни в Алмате поехал на автобусе с аэропорта. Ехать час, почти час, да. И вот сейчас все-таки на такси решили с утра поехать, потому что встали как-то помятые после вчерашнего. И решили на такси уехать. Ну а обратно, наверное, поедем уже на автобусе. На автобусе тоже где-то минут 40 ехать с барахолки домой к брату. Ну, в общем, друзья, с Богом, работа начинается. Приехали мы на алматинскую барахолку. Сегодня у нас будет тяжелый день. Вчера хорошо посидели, а сегодня нужно хорошо поработать. Мы на Ажете. Здесь мы в основном берем нижнее белье. Джинсы, но джинсы сегодня брать не будем. Возьмем белье, посмотрим, что тут еще интересного. И потом побежим дальше. Вот такая вот она огромная. Зачем? Вот, короче, здесь вот такой город. Дохренища рядов, контейнеров. Здесь можно день ходить, и дня будет мало. Но опять же, смотря что. Здесь еще на Ажете очень много обуви. Все, мы затарились немножечко. Подкупили вот ремни, белье. И сейчас мы бежим на наш Кинджихан. Там будет у нас основной закуп. Вот по дороге сейчас чуть-чуть покажу. Тут, ну, короче, кто не из Казахстана, не удивляйтесь. У нас есть вот такой вот город. В Алмате есть такой город, называется Барахолка. И здесь вот чего только нет. Вот все есть, друзья, все. Даже вот машины трехколесные. Вот, сейчас одежду закупим, а потом еще побежим посуду посмотреть, да, косметику. Вот так вот. Вот такая красота. В общем, нам сейчас немножечко пробежаться надо на другой рынок. Но тут не знаю, сколько лет ездим, мы его даже весь еще, всю эту барахолку не обошли до конца. В общем, все, бежим дальше. Это вот мы уже на Кинджихане. Здесь получается 18 рядов. И в ряду, наверное, по 100 или даже 150 торгашей. Вот это мы все 18 рядов и всех торгашей должны обойти. Пришли на Кинджихане за носками. Возьмем на продажу. Носочечные рамки. Зашли. Это новый отдел, мы здесь ни разу не были. Здесь чисто куртки, огромный ассортимент. Я специально хотел бы заснять для себя, чтобы потом... В общем, на самом верху стоят горнолыжки. У нас сейчас как бы еще рано брать, поэтому вот я решил заснять их, чтобы потом выбрать. А вот на этой стороне просто курточки мы уже тут заказали. Все, последняя остановка, мы на Еляне. Елян он впереди. Наша вся оптовка позади. Короче, это весь вот такой вот огромный город. А? Я понял, я держу крепко. А что теперь сделаешь? Я как-то же должен это снять. Вот он, Елян.
Здесь я сейчас кое-что по косметике посмотрю. Посмотрим, что. Ну, я стараюсь, но... О, зонты. Рай зонтов. Вот, кстати, здесь на мосту тоже торгуют в розницу. Но тоже бывают цены приемлемые. В общем, на ужин мы себе заказали вот такие вот шашлыки. Это вот порция получается. Угу. Лук надо проверить. Ужас. Также Космический. Вот такая вот порция получается. Баранины стоит 1900. Да? Ну вот это баранина. Тут 5 порций. Да? угу. Ну все. Будем кушать. Нам вчера понравилось. Не знаю. Сейчас попробуем, что сегодня будет. Все, короче, я в самолете. Мы уже взлетаем. В общем, поездка вот такая сумбурная получилась, друзья. Что получилось снять, то получилось. Буду пробовать, учиться, влогов делать больше еще интересных. В общем, поездка получилась классная. Вы знаете, я на оптовке купил себе телевизор. Как приедет телевизор домой, я вам обязательно сделаю отдельный влог. Не буду сейчас рассказывать ничего про этот телевизор. Расскажу уже, когда его получу. Вот такой вот аэропорт огромный, алматинский. Но он международный. Наверное, многие из вас, может быть, здесь были. Вот она компания, на которой я летаю, Flyers там. Кто-то тоже куда-то полетел. А я домой. В общем, как-то так. Что еще интересного? Купил. Ой, сейчас самое интересное, это взлет. Вышли на взлетную. Остановка, а потом как резко начинаем отрываться от земли. В общем, купили мы одежду, купили спортивные костюмы с начесом, с флисом, трикошечки теплые купили, куртки зимние купили. Блин, еще так вроде бы рановато для зимних курток, но потом будет поздновато. Потому что, знаете, удобно покупать своими глазами, руками, когда ты выбираешь, щупаешь. Вот. А вообще можно, конечно, мы потом, чаще всего, конечно, мы заказываем через Инстаграм, через WhatsApp вещи. Вот, поэтому как-то так. Из косметики я кое-что купил, там для обуви купил, немножечко там спонжев взял. В общем, из косметики мне ничего не понадобилось в этот раз, поэтому взлетаем, быстрее домой хочу. Нет, на самом деле, вы знаете, мне в Алма-Ате нравится больше. Я Алмату больше люблю, чем свой родной город. В последнее время мне больше Алма-Ата нравится. Как сам город, как люди мне здесь нравятся. В общем, я надеюсь, что у меня получится в следующем году опять прилететь в Алма-Ату. Ну что, мои хорошие, а вот такой вот у меня получился влог. Взлетаем, отрываемся от земли. Впереди вас ждут еще куча интересных материалов. Для этого я рву когти, лечу домой. Всех крепко обнимаю. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Пишите ваши отзывы, пишите ваши комментарии. Мне всегда очень приятно их читать. И до встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Пока.